Веками погребенный под пеплом город Помпеи открывал перед археологами невероятные, но неполные фрагменты жизни Древнего Рима, словно сцены из давно забытого фильма. Казалось, что этот застигнутый временем город уже раскрыл все свои тайны. Однако он продолжает хранить загадки. Совсем недавно из малоизученных улиц 9-го района Помпейского региона поступили удивительные открытия, которые способны изменить наше представление о жизни в этом древнем городе. В Помпеях мы видим не просто развалины, а саму суть повседневной жизни римлян, замороженную в последний момент их существования. Но перед тем, как перейти к подробностям, хотим попросить вашей поддержки. Лайк и подписка станут лучшей благодарностью. Спасибо. На протяжении столетий Помпеи представляли собой историю, рассказанную через обломки и тени прошлого. Однако новейшие археологические находки раскрывают подлинные человеческие эмоции, застывшие вместе с вулканическим пеплом. Это величайшее открытие, вековое и долгожданное, оставалось скрытым под слоями пемзы и камня тысячи лет. В числе сенсаций обнаружение тюремной пекарни, раскрывающей суровую сторону римской жизни и эксплуатацию рабов. Также археологи нашли тревожные детские рисунки гладиаторов, идейно и эмоционально отображающие жестокие зрелища, что заставляет нас не просто дополнять, а переписывать известную историю. В одном из таких открытий банкетный зал с фресками в исключительной сохранности, найденный в регионе Диваево. Этот зал длиной в 15 метров был создан для роскошных приемов и впечатлял гостей сочетанием эстетики и практичности. Угольно-черные стены скрывали копоть масляных ламп и благодаря мерцанию огней создавали иллюзию живых мифологических сцен. Фрески, изображающие драматические сюжеты из греческой мифологии, становились стимулом для бесед о любви, судьбе и предначертании, особенно под воздействием крепкого кампасского вина. Как рассказывает директор археологического парка Помпеи Габриэль Цуктригель, эти картины побуждали к обсуждению человеческих страстей и божественной воли во время пышных трапез. Особое впечатление производит напольная мозаика из более чем 1 миллиона мелких плиток, которая до сих пор в идеальном состоянии. Такое мастерство подчеркивает утонченность римского интерьера и могло бы послужить вдохновением для современных дизайнеров. Этот зал предлагает редкий взгляд на образ жизни помпейской элиты незадолго до трагической катастрофы. Если вы считаете, что роскошные спа и оздоровительные процедуры — это исключительно современные явления, то последний раскоп в Помпеях опровергает это. Археологи нашли один из крупнейших частных спа-комплексов города. Он включал холодную комнату, фригидарий, раздевалку, просторный бассейн и другие помещения для отдыха. Особенность этого комплекса — его связь с недавно обнаруженным банкетным залом черных стен, что указывает на принадлежность к домам высшей касты, где сочетались удовольствие и демонстрация социального статуса. Центром комплекса являлся внутренний двор с помещением для занятий спортом, подчеркивая важность атмосферы и дизайна даже в местах отдыха. Стены украшали фрески 2-го и 3-го стилей с яркими сценами атлетов и идеализированными фигурами, черпавшими вдохновение из греческих гимназий. В этом комплексе сплавлялись здоровье, искусство и социальное значение. По словам Габриэля Цуктригеля, посещение таких бань было не только гигиеной, но и актом статуса, культурной демонстрацией и способом укрепления социальных связей. Однако наряду с этим археологи нашли и более мрачные свидетельства. Рисунки, выцарапанные детьми, порой в возрасте от 5 до 7 лет, изображающие сцены кровавых гладиаторских боев, охоты на диких зверей и боксерские поединки. Эти детские наброски, расположенные всего в 15-17 см от пола, не простые каракули, а непосредственные зарисовки насилия, свидетелями которого они были.
Психологи из Неаполитанского университета имени Федерико II уверены, что рисунки основаны на прямом наблюдении, а не фантазии. Такие находки опровергают представление, что воздействие жестокого насилия — явление исключительно современное. В Древнем Риме насилие было частью реальной жизни даже для детей, в отличие от нынешних дебатов о влиянии медиа и видеоигр. В другом уникальном открытии археологи нашли, возможно, самое раннее упоминание о пицце или ее прототипе. На фреске тюремной стены изображена лепешка на серебряном подносе вместе с бокалом вина. Хотя классические помидоры и моцарелла еще не вошли в римскую кухню, изображение напоминает нам современное блюдо. Лепешка покрыта гранатом, финиками, специями и, возможно, чесночно-травяной пастой моритум. Найдено это блюдо было в атриуме рядом с кирпичной печью, предположительно часть столовой или даже римского заведения общественного питания. Также одна из самых тревожных находок — пекарня-тюрьма, где рабы и животные были заперты и заставлялись работать в тяжких условиях. Пол пекарни прорезан бороздами, по которым ослы с завязанными глазами ходили по кругу, крутя жернова для помола зерна. Порабощенные люди трудились рядом, заключенные в затемненных с зарешеченными окнами помещениях без надежды на свободу. Габриэль Цуктригель называет пекарню символом варварской эксплуатации, на которой держалась римская экономика. Там, где богачи устраивали пышные банкеты, рабочие жили в условиях насилия и рабства. В одном из жилых кварталов была открыта синяя комната — сакрариум, используемый для ритуальных обрядов и хранения священных предметов. Синий пигмент, дорогой и редкий тогда, украшал стены, изображая женские фигуры, символы времени года, а также сцены земледелия и скотоводства. В интерьере нашли амфоры и бронзовые ритуальные предметы, что говорит о глубокой связи религии с повседневной жизнью. Римляне буквально встраивали духовность в свои дома, а качество отделки указывает на серьезное отношение семьи к религиозным обязанностям. Еще одна уникальная находка — идеально сохранившаяся строительная площадка с инструментами и материалами. Археологи обнаружили свидетельство горячего смешивания цемента. Сначала сухая негашенная известь смешивалась с песком, а затем добавлялась вода прямо перед применением. Эта термическая реакция ускоряла высыхание раствора, открывая нам секрет долговечности римских зданий. Вместе с инструментами найдены свинцовые грузы, мотыги, кирпичи и даже записи римскими цифрами, древних стикеров, учета. Это объясняет, почему Колизей и другие сооружения сохранились до наших дней, уступая лишь современным зданиям. И самый драматичный сюрприз — останки мужчины и женщины, найденные в тайнике вместе с золотом, серебром и ювелирными украшениями. Они были заперты в небольшой комнате, вероятно, в своем последнем укрытии во время извержения Везувия. Женщина лежала на кровати, сжимая в руке сокровища. Трагический символ отчаянной борьбы за жизнь и сохранения богатства. Комната удивительно цельная, с сохранившейся деревянной мебелью и даже мраморным столом. Благодаря отпечаткам пепла археологи смогли восстановить обстановку с удивительной точностью. В другой находке обнаружены тела 2 женщин и ребенка около 3 лет, погибших под обрушившимися конструкциями в первые часы катастрофы. Эта семья смогла пережить первый выброс пепла, но умерла из-за обвала здания, став символом детских жертв трагедии. В Помпеях также обнаружена прачечная, фулоника, встроенная в жилой дом с каменными прилавками и ваннами. Жители, вероятно, проходили мимо мусорных чинов с замоченной одеждой. Стирка включала человеческую мочу из-за содержащегося в ней аммиака, а одежду топтали ногами и полоскали прямо на месте. Интересно, что здание было в стадии трансформации из жилого в коммерческое, демонстрируя постоянную динамику и предпринимательский дух города, который оставался живым и развивающимся вплоть до извержения.
Помпейские стены также хранят свидетельства древних сплетен и политических игрищ. Так, в банкетном зале была найдена фреска, изображающая встречу Париса и Елены, древнегреческий скандал, вызвавший Троянскую войну. Имя Париса, Александр, было подписано жирными буквами, словно древняя версия современного таблоида. Такие мифологические сцены несли глубокий символизм, провоцируя за ужином дискуссии о свободе воли и судьбе, человеческих выборах и вмешательстве богов. Для римлян ужин был не только приемом пищи, но и ареной философских споров под впечатляющими фресками. В политической сфере археологи нашли каменные надписи с поддержкой Авела Рустивера. Предвыборная пропаганда почти 2000 лет назад, вырезанная на стенах и жерновах. Аналоги древнего Twitter, только вечные и без ограничения символов, иногда сопровождались подкупом предприятий за их поддержку. В Помпеях также обнаружены 2 дома с атриумом, построенные еще в самнитский период и служившие столетиями, которые на момент извержения были в процессе ремонта. Оставленные строительные материалы и инструменты дают редкую возможность заглянуть в процессы реставрации, которые не завершились из-за трагедии. Эти немногие детали делают прошлое живым и близким. Люди 2000 лет назад сталкивались с вечными заботами ремонта домов, ссорились с подрядчиками и стремились обновить свое жилье. Наконец, в комнате, где погибла пара с сокровищами, обнаружили бронзовый канделябр, элитный светильник, символ статуса и роскоши, опрокинутый во время извержения. Его положение неизменно сохраняется почти 2000 лет, напоминая о том, как красота и богатство бессильны перед силами природы. В одной из спален дома Лорария археологи нашли выдающиеся следы жизни: деревянную кровать, сундук с повседневными вещами, масляную лампу с изображением Зевса. Эта спальня принадлежала семье среднего класса и показывает, как жили простые люди, которых трагедия застала врасплох. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ваша поддержка, лайк, подписка и нажатие на колокольчик невероятно важна для нас, чтобы рассказывать дальше такие удивительные истории.